Друзья, всем привет! Сегодня я буду готовить греческий гирос. Это такой аналог восточной шаурмы. Его особенностью является то, что он подается в хлебе пита вместе с оригинальным огуречным соусом дзадзики. Давайте готовить гирос вместе. Приготовим соус дзадзики. Для приготовления соуса используется густой греческий йогурт. Я его часа два тому назад выложила на несколько слоев марли и положила в сито для того, чтобы слилась вся жидкость. И сейчас нам нужно натереть на крупной терке огурцы. Огурцы посолить, перемешать и дать им постоять 15 минут, чтобы они пустили сок. И пока у нас есть время, мелко порежем укроп, густой йогурт переложить в миску и пропустить через пресс чеснок. Добавить 2 ложки густой сметаны, укроп, столовую ложку отжатого лимонного сока, чайную ложечку оливкового масла, щепотку морской соли и аккуратно перемешать. Тем временем огурец пустил сок, отправляем его в сито, отжимаем, проще будет отжать его руками, и отправляем огурец в соус. Все еще раз перемешиваем, даем соусу настояться. Примерно через 15 минут попробуем, за это время соль разойдется и можно будет попробовать, соленый соус получился или нет. В случае необходимости можно будет добавить. В стакан с кипятком всыпать соль, размешать ее, в просеянной муке сделать ямочку, влить сюда воду, не остужаем ее, прям так кипяток и заливаем. Тесто у нас будет заварное. Выливаем масло. Масло лучше брать оливковое. Начать замешивать тесто, потихоньку подливая воду. Будьте осторожны, вода очень горячая. Вначале перемешиваем ложкой, а затем начинаем замес руками. Руки уже терпят температуру, поэтому уже не горячо. Подготовить рабочую поверхность и выложить тесто с оставшейся мукой на нее. Продолжить замес здесь, вмешивая всю муку. Вначале мука будет вмешиваться не совсем охотно, но примерно после 5 минут времени тесто станет гладким и податливым. Итак, мы вмешали всю муку. В тесте у нас не осталось мучных вкраплений. Оно еще слегка такое ноздреватое, но сейчас оно постоит и станет гладким. Перекладываем его в пакет, плотно укутываем и оставляем на кухонном столе на 20 минут. Готовить гирос мы будем из свинины, хотя можно использовать любое другое мясо. Его нужно помыть и хорошенько обсушить. Затем порежем его на тонкие полоски. Режем поперек волокон на тоненькие брусочки, чтобы мясо побыстрее замариновалось. Мясо поместить в миску. Мариновать будем крупной солью, смесью трав. Здесь у меня орегано, тимьян, розмарин. И добавим лимонный сок. Все перемешать, слегка пожать, всыпать перец и оставить мариноваться минут на 15-20. Время вышло, достаем тесто. Оно еще у нас теплое. И еще раз его промешиваем. Вот сразу под руками оно становится очень гладким. Формируем брусочек. Делим его вначале на 2 половинки. Потом еще на 2 половинки. И снова пополам. У нас будет всего 8 изделий. Сейчас из каждой части формируем кругляшок, такой шарик. Убираем все к низу, все неровности. Затем раскатываем в ладошках. Полученный шарик убираем под пленку. И таким образом формируем все шарики. Шарикам нужно дать время 5 минут постоять под пленкой, после чего будем их раскатывать. Рабочую поверхность смочить маслом, буквально 2-3 капли. Муки больше не добавляйте, тесто будет раскатываться и так хорошо. Шарик слегка прижать, задать ему форму круга ровненького и затем раскатать. Достаточно тонкую лепешку. Стараться, чтобы круг получался ровным. Диаметр круга должен получиться примерно 15-16 сантиметров.
Лепешку выкладываем на разогретую сковороду. Масло добавлять не надо. Через минуту-полторы на поверхности начнут появляться вот такие пузыри, большие и маленькие. Лепешку можно перевернуть. Секунд через 10 краешки начнут подниматься. Жарим еще секунд 10-15 и снова переворачиваем второй раз. Лепешка сразу же начинает подниматься. Внутри образуется карманчик. После того, как она надулась, переворачиваем ее еще раз, третий. Она слегка опадет. И еще секунд через 5-10 еще раз переворачиваем четвертый раз. Лепешка снова начнет подниматься. Пита готова. Выкладываем ее на блюдо, застеленное пергаментной бумагой. И накрываем обязательно полотенцем, чтобы она не подсыхала. Картошку порезать тонкими брусочками. Такая толщина, примерно 0,8 сантиметров. В казане или в глубокой сковороде согреть масло и отправить в нее картошку. Согреть сковородку и налить в нее масло. Мясо слегка отжать и отправить жариться. Мясо пока не переворачиваем. Ждем, пока одна сторона полностью обжарится и прихватится корочкой. Картошку обжарить до румяности. Затем выложить на тарелку, выстеленную бумажными салфетками, чтобы стекло лишнее масло. И таким образом небольшими партиями обжарить всю картошку. Из мяса у нас выпарилась жидкость. Оно начало румяниться. И сейчас его можно перевернуть, перемешать и жарить с другой стороны. В мясо отправить лук. Я его порезала перышками. И обжаривать до готовности. Примерно через 10-12 минут после начала обжаривания мясо готово. Пока остывает мясо и картошка, нарежем овощи. Болгарский перец и огурец нарежем тонкой соломкой, а помидоры ломтиками. И сейчас будем собирать гирос. У питы срезать кончик, выложить зелень, затем заполнить кармашек начинкой и промазывать каждый слой соусом дзадзики. Вот такая красивая у нас получилась греческая шаурма под названием гирос. Подавать ее следует с дополнительной порцией соуса дзадзики. Получилось очень вкусно. Попробуйте приготовить. Надеюсь, что рецепт вам понравится. Друзья, всем спасибо за просмотр, ваши лайки, комментарии и подписку. Отличного вам настроения и до новых встреч!